Кашель может сигнализировать о развитии различных заболеваний. Часто люди путают кашель аллергической природы с проявлением острого респираторного заболевания, фарингитом, ларингитом и бронхитом, и начинают лечить его медикаментами от простуды или антибиотиками. Такая терапия будет не только неэффективной, но и может серьезно усугубить ситуацию, поэтому важно уметь распознавать симптомы аллергического кашля, а также знать, как с ним бороться. В этом видео мы подробно расскажем про данную тему и ответим на все важные вопросы. Причины развития аллергического кашля. Кашель при аллергии возникает в ответ на попадание в организм вещества, на которое иммунная система отвечает гиперактивацией. В большинстве случаев приступы кашля вызывают аэроаллергены – вещества, находящиеся в воздухе. Причиной проявления кашля при аллергии могут выступать следующие факторы: пыльца сорных и лекарственных трав, деревьев различных цветов, садовых, полевых, цветов овощей и так далее. Бытовые аллергены. К этой категории относятся средства бытовой продукции в форме аэрозолей, спреи, освежители, пудра, румяна, порошок и иные моющие средства, книжная или домашняя пыль, дым табака. Плесневые грибы, частицы эпидермиса, перья, пух, шерсть или перхоть питомцев, а также птиц, укусы пчел или ос, некоторые продукты питания. Механизм развития кашля при аллергии. Кашель проявляется при раздражении бронхов, вызванном попаданием в организм аллергенов. Вещество, выступающее в роли аллергена, вступает в химические реакции с иммуноглобулинами, белками крови, отвечающими за иммунную систему. В ходе такого процесса из этих клеток высвобождается гистамин, вызывающий развитие аллергической реакции у человека. Попадая в кровь, это вещество оказывает негативное воздействие на работу организма, вызывая такие отклонения, как спазмы мускулатуры дыхательной и пищеварительной системы, отеки сосудистых стенок, выброс адреналина и повышение показателей артериального давления. Именно спазмы и раздражение бронхов провоцируют развитие аллергического кашля. Симптомы аллергического кашля и его отличия от простудного. Несмотря на то, что аллергический кашель схож с простудным, его можно отличить по ряду определенных признаков. Лечение можно начинать, только убедившись в аллергической природе его происхождения. Также человеку стоит постараться вспомнить, что предшествовало появлению такого состояния – заражение, переохлаждение или же контакт с аллергеном. Различают два кардинальных отличия аллергического кашля от воспалительного или бактериального. Цвет мокроты. При аллергии мокрота всегда прозрачная. Механизм развития кашля. Аллергический кашель у взрослого человека на первой стадии всегда приступообразный и может длиться от 2 до 3 часов, до 3-4 дней. Затем начинается его вторая стадия, характеризующаяся выделением небольшого количества мокроты прозрачного цвета и средней вязкости. Такое развитие событий при аллергической реакции связано с возникновением спазмов и сильной отечности слизистой дыхательных путей. В первое время человека мучает сильный бронхоспазм, он не может контролировать приступы кашля. Чтобы предотвратить возможное удушье, организм смягчает раздражение бронхов, выделяя слизь. Кроме того, отличными симптомами кашля при аллергии являются: он проявляется неожиданно, чаще всего в ночное время. Бывает сухим. Лишь после длительного приступа кашля человек может отхаркнуть небольшое количество прозрачной слизи. Сопровождается сильным зудом в гортани и затрудненным дыханием. Не наблюдается повышение показателей температуры тела. На кожных покровах может наблюдаться сыпь, дерматит. Горло не краснеет, дискомфорта при глотании не возникает. Переход сухого типа кашля во влажный не наблюдается. Чаще всего возникает в весенний период. Аллергический кашель отличается сухим и лающим характером. Человек не в состоянии его контролировать. Такое состояние сопровождается невозможностью нормально вдохнуть, хрипами и свистом в груди. А при респираторном заболевании он все же поддается контролю, быстро переходит в мокрый, принося облегчение. Что предпринять в первую очередь? Чтобы облегчить состояние и купировать сильные приступы кашля, можно предпринять следующие меры.
Если известен аллерген, необходимо полностью исключить контакт с ним, прополоскать горло и промыть носовые проходы раствором соли или водой, принять антигистаминный препарат, провести влажную уборку и удалить пыль со всех поверхностей, в том числе и с верхних шкафов и труднодоступных мест, проветрить помещение, убрать из комнаты вещи и предметы, способные накапливать пыль, ковры, пледы, одеяла, или можно их заменить на гипоаллергенные с синтепоновым наполнителем, убрать из помещения домашних питомцев и исключить контакт с ними, стирать вещи только хозяйственным или детским мылом. Предприняв такие меры, необходимо посмотреть на реакцию организма. Если кашель не отступает, обязательно обратитесь к аллергологу. Лечение аллергического кашля в стационаре проводится по следующей схеме. Первое – назначение антигистаминных препаратов. Второе – применение бронхолитиков. Третье – использование муколитиков или отхаркивающих лекарств. Четвертое – назначение энтеросорбентов. Кроме того, в условиях стационара могут назначить некоторые процедуры, направленные на борьбу с конкретным аллергентом, к примеру, десенсибилизацию. Такая процедура напоминает вакцинацию. Человеку под кожу вводят маленькую дозу аллергена, постепенно дозировку вводимого вещества увеличивают, уменьшая при этом промежутки времени между инъекциями. Очищение крови. Такие методы используют лишь в тяжелых случаях, когда требуется очистить организм от антител и аллергенов. Ингаляции. Сухой лающий кашель и его сопутствующие симптомы у взрослых лечат также с помощью небулайзера, прибора, предназначенного для проведения ингаляции при бронхитах, трахеитах, простудах и фарингитах. Его заполняют физиологическим раствором или минеральной водой. Аппарат превращает всю жидкость в пар, помогающий очистить дыхательные пути от раздражителей и увлажняющий их слизистую. Такие препараты помогают расширить просвет бронхов, облегчая тем самым дыхание и уменьшая спазмы. Применять и разводить такие растворы для ингаляций необходимо строго по инструкции или предписанию врача. Вместо аптечных растворов для проведения ингаляций можно применять и травяные настойки, приготовленные из таких растений: листья дурмана, шалфей, рожь посевая, ромашка и чабрец. Народные способы лечения. Лечить аллергический кашель у взрослых можно при помощи проверенных рецептов народной медицины. При этом их можно совмещать с лекарственными препаратами. Облегчить приступы кашля и снять спазм помогут следующие народные средства: горчичники и камфорное масло. Маслом необходимо растереть грудь, затем сверху наложить горчичники, предварительно смочив их теплой водой. Через 15 минут горчичники удаляют. Мед, листья лавра и сода. 3 листа лавра кипятить на протяжении 5 минут в полулитре воды, добавить примерно 1 грамм пищевой соды, дать остыть. В слегка теплый раствор положить натуральный мед, около 20 граммов. Пить по четверти стакана, когда появляются приступы кашля. Ромашка лимона и черный чай. Ромашку и чай заваривают в разных долях, добавляют лимон. Предпочтительно подержать готовый напиток в термосе, пьют в теплом виде, медленно, небольшими глотками. Сельдерей. Свежевыжатый сок растения пьют по 30 капель до приема пищи. Корень имбиря. Его следует тщательно вымыть и мелко порезать, затем его заваривают в чайнике как чай, пьют по 100 мл до 3 раз в течение суток. Кашель аллергической природы происхождения протекает очень тяжело, становится трудно дышать, появляются спазмы и хрипы. Важно уметь отличить его от простудного и правильно оказать помощь человеку. При тяжелой форме или длительном кашле обязательно обращайтесь к аллергологу. Он подберет необходимую схему лечения, поможет определить аллерген. Помните, только правильно подобранная терапия поможет победить аллергический кашель. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.